красота. Так, Красота. Может быть, не надо ставить, чтобы не было я не буду ставить. специальный разнос у нас. И Опа, как сказать. Ну как, если сравнить с картинкой, это вообще 1-1. ну скажите, похож? Ну, здесь же Photoshop еще, если можно добавить сюда какого-нибудь цвета, и получится 1. Наш луковый пирог. И сейчас покажем, какой он в разрезе. Начинки было очень много. А, ну ты себе. Все уже. Так, сейчас поднимем, посмотрим, что там в середине получилось. Там же тебе темно, а это светло должно быть. Ну вот так. Ну теперь пробуй давай. Вот такой он в разрезе. Вот по такому рецепту. Книга какого года выпуска? Книга, наверное, 81-го года выпуска. То есть ей уже 45 лет. 79-го даже. 79-го года выпуска. Да, мы приготовим традиционный швабский луковый пирог. Можете остановить стоп-кадр, сделать и сфотографировать, но здесь на немецком все, и в Google Translator перевести. Здесь ингредиентов взято на 2 килограмма лука, но мы берем всего лишь 1 килограмм, потому что 1 килограмм и так очень много. Начинаем. Так, книгу мы взяли 79-го года. Чем она хороша, эта книга, тем, что она так сделана по-немецки. Здесь дермантин какой-то, чтобы, наверное, на кухне не замазался. И все рецепты и все страницы, они как бы ламинированные. Очень красочные. Да, 45 лет книги, а она еще как новая. Так что будет у нас вот И что такой. интересно в этой книге, что здесь вот в начале дается именно небольшая там история, как лук попал в Европу, как он попал в Германию в первом веке, веке нашей эры. Ну и такое, что цвибель, что лук раньше не пользовался спросом, потому что из-за запаха, но в конце средних веков только начали его использовать и включили во многие блюда. Но цвибель-кухен является традиционным эльзасским специалитетом, ну, как это перевести, специалитет, эльзасским фирменным блюдом, но и в Шварцвальде или в Швабии тоже его хорошо готовят. Итак, начнем с приготовления теста. Дрожжевое тесто. Да, дрожжевое тесто. Вот для- Хефетайг. Хефетайг, точно. То есть мы берем половина того, что в рецепте здесь написано. 250 грамм муки. Показывай муку. Одно яйцо. 100 грамм масла сливочного. Ну и соль. 70 грамм мы берем молока. И 15 грамм хефе, это дрожжей. Но молоко для того, чтобы развести там дрожжи. Живые дрожжи. Да, живые дрожжи. Ну а для приготовления самой начинки мы берем 1 килограмм лука. Вот так вот он выглядит. Большое число лука, но мы его нарежем. Потом 50 грамм шинки шварцвальдской. Но здесь у нас 80, ну мясо, Возьмем 80. да, мяса больше много никогда не бывает. Вот такой вот. Сегодня воскресенье, и у нас не оказалось шинки, я ходил на остановку, где, на заправочную станцию, где продается в Rewe Go такая шинка. Вот, потом кроме шинки нам надо еще здесь сметана, но как бы у немцев сметана это много видов всякой.
Вот Заура Зане это кислые сливки. Это 10% сметана. А если сметана там больше 20%, то ее называют шмант. То есть нет такого, чтобы сметану называли какое-то одно. Вот. Берем, здесь у нас по рецепту шманта нам надо 250 грамм, но так как мы берем половинку, нам надо всего лишь 125 грамм. Заозана 10%. Потом 2 яйца. Это мы будем приготавливать начинку. 40 грамм муки. И щепотку тмина и соли. Шинка у нас тоже соленая, то есть здесь 5% соли. Общий вес будет у нас пирога где-то 1,5 килограмма. То есть 5 грамм соли здесь и 10 грамм соли еще. То есть 15 грамм соли всего. Для приготовления теста берем 70 грамм молока. Размешиваем, теплого молока, наверное. Размешиваем наш дрожжи живые. Растапливаем масло. Разогрели предварительно, чтобы масло и растопилось, и охладилось немножко. Температура. Но масло еще горячее, пусть охладится немножко. Дрожжи почти растворились. Теперь берем половину соли, которую мы отмеряли 9 грамм. А остальная половина пойдет у нас в начинку. Итак, мы яйцо смешали с охлажденным до 50 градусов маслом. Вливаем это все уже в муку. И сначала мешаем или ложкой, или вилкой тесто. Чтобы к рукам не прилипало. Тесто очень быстро получается. И ставим это тесто на 30, 40, 50 минут. Ну, в зависимости от того, как оно будет подходить. Оно сразу получается такое отлипающее от рук. Все. Закрываем пленочку. Закроем пленочкой, чтобы не обветрилось. И будем готовить начинку.
Таня начала резать лук. Если я начинаю резать, то у меня почему-то начинают глаза слезиться сразу. У меня защита, очки. Но у меня тоже очки, но что-то глаза слезятся. На работе уже столько лука перерезала, что уже нет слезливости. Начинаем готовить начинку. Берем нашу шинку. Шинка. Нарезаем ее кусочками. На нашу сковородку бросаем 50 грамм смальца. В Германии он спокойно продается. Я купил в Кауфланде. Где дрожжи были, там и смалец продается. Смалец растворяется. Шинку немножко поджарить, не надо ее сильно. Вот, шинка уже шкварчит. Итак, она вот так вот поджарилась до золотистой корочки, шинка. И теперь мы отсылаем сюда наш килограмм лука. Килограмм нашинкованного лука занимает 2 литра объема. Поэтому сковородку надо брать побольше. И сразу мы его солим. Мы будем его жарить не до золотистой корочки, а чтобы он размягчился. Постоянно пробуем. Ну, по сути, мы его будем варить. Крышкой закрываем. Да, закрываем крышку, перемешаю. Перемешиваем немножечко с шинкой. И будем томить. И будем томить до размягчения лука. Потом скажем, сколько у нас ушло времени. Да, сейчас ровно он пробили колокола 11 часов. Прошло 25 минут. Запотела камера. Очень вкусный аромат. Жаль, что не передается через камеру. И вот начинка готова. Да, больше не будем его варить, пусть чуть остывает. Она еще не готова, потому что это все надо будет смешать со сметаной, с 2 яйцами. 40 грамм добавить еще муки. И отправить в духовку. Тесто подошло уже наше. Ну вот, увеличилось в объеме. Приготовили стол для раскатки. Форму мы смазываем обычным Сливочным маслом. сливочным маслом. Быстро отходит от формы пирог. И получается коричневый, красивенький. На готовку этого кухона уходит около часа, не считая выпечки в духовку. Тесто получилось пушистенькое. Теперь его надо раскатать.
Раскатываем такой штукой. Без всяких скалок. Раскатываем под размер формы. Раскатали. Раскатали тесто. И теперь тесто занимает форму. И то, что лишнее, это не страшно. Формируем бортики. Можно обрезать, можно просто там Ничего обрезать не будем. закруглить. Все потом съестся. Ну, вот она была- Обязательно надо взять вилочку и дно потыкать. Может быть, надо было, чтобы оно было свисало, а потом, когда Нет. начинка, Ну вот видишь, как потом закрыть. В общем, делаем по книге. Так что вот такой у нас Процесс. все. Теперь делаем начинку. Приготавливаем начиночку. Для этого берем 2 яйца. 2 яйца. «40 грамм муки. Уже отвесили, Да, пропустили через сито. ложечку тмина. Сметана. 10% 125 грамм. Все вкусняшки соскребаем. Все это перемешивается хаотически. Если вы думаете, что это много, начинки много не бывает. Классно, перемешалось. Все. Высыпаем. Наполняем форму. Готовим такой луковый пирог 3-й раз. И рекомендуем. Разравниваем немножечко. Сейчас красивые бортики сделаем. Духовка уже включена, нагревается. 220 градусов 1 час. Или до золотистой корочки. Смотрите в духовку. Да, у каждого духовка. Разная. И 221 час это для 2 килограмм лука. Но надо все равно наблюдать. Немножечко берем тмина. Еще сверху посыпаем для красоты. И формируем бортики. Можно крестиком, можно ноликом. А можно вилочкой. Вилочкой в одну сторону. Раз. Вторую сторону.
Сейчас он какой-то неприглядный. Сейчас такой бледненький. Ну, будем ждать результат. Отправляется в духовку. Отправляется в духовку 220 градусов. Так, достаем. Ой, в лицо ударил. Ой, как красиво какой. Красиво, красота. Так, Красота. Может быть, не надо ставить, чтобы не было я не буду ставить. специальный разнос у нас. И Опа, как сказать. Ну как, если сравнить с картинкой, это вообще 1-1. ну скажите, похож? Ну, здесь же Photoshop еще, если можно добавить сюда какого-нибудь цвета, и получится 1. Мне кажется, очень красиво. Сейчас несколько минуток отстынет Ну, не несколько минут. и разрежем. Пусть часик остынет. Пахнет тмином немножко. И пахнет как в детской столовой, в детском садике.